Привет, YouTube! И сегодня я хочу поделиться с вами просто выходящей за рамки моего понимания шокирующей историей, которая произошла со мной буквально на днях. И если коротко, прямо вот на этом ялтинском пляже на моих глазах отвалился огромный кусок бетонного перекрытия от верхнего этажа вот этого волнореза и чуть не убил человека. И чтобы вы понимали весь ужас происходящего, буквально за 2 минуты до произошедшего вот на том месте, куда упал бетон, играл мой ребенок. То есть 2 минуты отделило меня и мою семью от страшной трагедии. Но главный вопрос, что вы думаете, что после этого было? Ничего. Может быть, администрация пляжа вызвала какие-то экстренные службы? Увы, нет. Или, может быть, хотя бы сам волнорез перекрыли, пока еще один кусок бетона на кого-нибудь не свалился? Тоже нет. Обломки этого бетонного перекрытия просто сложили в кучу, чтобы ходить не мешалось. И на этом все. И сегодня я хочу показать вам на собственном примере, насколько наплевательски относятся работники пляжа и в целом чиновники к безопасности окружающих. А еще я покажу вам, как я в течение 3 часов ходила от одной инстанции к другой и выслушивала свой адрес кучу трэша, чтобы просто добиться хоть каких-то действий от администрации пляжа, чтобы хоть как-то обезопасить отдыхающих. Пожалуйста, оградите, там просто дети. Пожалуйста, отцепите, чтобы туда не ходили дети. Ага. Они только сложили это все. Понятно. А также вы увидите, в каком состоянии сейчас находится зона отдыха в Ялте. И почему, пока вы отдыхаете, нужно постоянно думать о своей безопасности. О безопасности своих близких и тем более детей. Потому что кроме вас, и поверьте, я убедилась в этом на собственном примере, о вашей безопасности никто не позаботится. И я очень прошу вас поддержать это видео лайками, комментариями, чтобы вывести его в топ, чтобы об этой важной теме узнало как можно больше людей. И, конечно, обязательно поделитесь этим роликом с друзьями в соцсетях. Ведь то, что случилось на моих глазах, может произойти с каждым из вас. Давайте обо всем по порядку. И, друзья, давайте так, я не эксперт, я не архитектор, не строитель и даже не Варламов. И не правоохранительные органы, чтобы говорить о том, кто прав или виноват. Я обычный человек, который оказался с ребенком на пляже и увидела весь этот трэш. Все это наплевательское отношение со стороны бизнесменов и администрации пляжа. В общем, говорить можно сколько угодно, но проще один раз увидеть, чтобы все стало предельно ясным. Но, друзья, я сразу скажу, что пляж, на котором я была с ребенком, был не какой-то, заброшенный или бесхозный. Это пляж Массандра. Как они сами заявляют, это лучший пляж в Крыму. Они обещают нам безопасность, открыто пишут у себя в Инстаграме, что выполняют все необходимые для открытия условия, в том числе ремонт и реконструкцию навесов, зданий и сооружений. А еще у них есть модный пляжный патруль и коммерческая зона с лежаками под навесом, которые на минуточку стоят по 500 рублей в день. А на 2-м этаже волнореза вообще, скажем так, VIP-места. Отдельные такие соломенные бунгало, которые стоят уже от 3 до 5 тысяч рублей в день. И именно с этого 2-го этажа волнореза и обвалился бетон. И когда произошел обвал, никто толком ничего и не понял. Был просто громкий звук, как будто что-то упало, и такой большой всплеск воды. Часть бетона упала в воду, часть осталась валяться прямо на волнорезе, и был пострадавший мужчина. Но он очень быстро ушел в медпункт. И, я в тот момент, во-первых, просто офигела. Вот честно вам скажу, у меня было, мне кажется, какое-то такое шоковое состояние. И я ожидала чего угодно. Что придут какие-то работники пляжа, оцепят это место, запретят людям проходить на волнорез. Но вместо этого всего, минут где-то, наверное, через 20, просто пришли работники и сложили, вот эти обломки в сторонку. Видимо, так, чтобы под ногами не мешались. То есть эти чудо-спасатели, которые есть на каждом пляже, вместо того, чтобы предотвратить потенциальную опасность для людей, забили на это большой и бетонный. Такие, спасатели на полставки. И лежак тебе продадут, и из воды, если что, вытащат. Но это не точно. Потому что когда им за безопасностью наблюдать, если нужно следить, чтобы какой-нибудь посетитель, не дай бог, лежак бесплатно не занял. В общем, пришли, мусор убрали и ушли. Ничем не огородили. Никак людей не предупредили. Просто сделали вид, что да ничего не произошло. А на пляже куча детей. Все они бегают по этому волнорезу. Люди гуляют, загорают. Ходят прямо под тем местом, где буквально 20-30 минут назад упал этот огромный кусок бетона. И не факт, что не упадет еще. То есть вы понимаете, да? В любой момент это бетонное перекрытие может продолжить осыпаться. И бетон может упасть людям на головы. Они делают вид, что все норм. Было бы тело, было бы дело. И знаете, что меня еще тоже немножко так поразило? Люди в большинстве своем тоже не особо впечатлились. Походили, поснимали на телефоны
и дальше продолжили отдыхать. И только, наверное, единицы хоть как-то попытались помочь. Кто-то подходил к людям, которые сидели на волнорезе, не зная об опасности, и объясняли ситуацию. И я хочу еще раз до вас донести, что в основном помощь оказывали обычные граждане, такие же отдыхающие, которые тратили свое время, чтобы предостеречь других. Не спасатели этого пляжа, не работники администрации пляжа, а обычные люди. И когда я поняла, что администрация пляжа просто продолжает игнорировать ситуацию, и мне просто стало страшно от того, что вдруг сейчас может пострадать кто-то еще, а вдруг этот кусок бетона свалится на ребенка. И я как мать понимала, что дети, играющие на пляже, могут, не зная об опасности, просто пострадать. И, друзья, чтобы вы понимали, я потратила около 3 часов, чтобы администрация пляжа начала делать хоть что-то. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а кто ответственный за этот пирс? Он сейчас на обеде. А вы планируете его огородить? Там дети ходят. У вас там кусок упал бетона. Сейчас этим занимаются как раз. Вы можете хотя бы, там реально маленькие дети, понимаете, ходят сейчас, совсем маленькие. У меня сам ребенок сейчас 10 минут назад там стоял. А вы в МЧС будете куда-то звонить? Это же ненормально стоит. Передано вышестоящему начальству, принимается меры. Я занимаюсь бунгало. Пожалуйста, оградите, там просто дети. Правда. Это же на вашу ответственность сейчас ляжет, если на кого-то еще обвалится. А там кусок вот так вот болтается. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, администрация пляжа. А зачем вам? Вот здесь, смотрите, видите, камни лежат? Ага. Ничего не происходит. Я уже подошла к управляющим вот этим бунгало. Сказала, я говорю, пожалуйста, отцепите, чтобы туда не ходили дети. Ага. Они только сложили это все. Понятно. А есть администрация? Хочу написать жалобу. Здравствуйте, а вы можете, пожалуйста, огородить все-таки? Или вы за это не отвечаете? Я за это не отвечаю. Я могу вас провести экскурсию по бунгало. Еще раз говорю, вышестоящему руководству. Было передано, пришла охрана, начальник охраны. Передали все там по СМИ и так далее и тому подобное. Но они решали, что не надо ограждать Я не знаю, никак. что они сейчас решают. Наверняка они решают как-то эту проблему. Я вам не могу порвать футболку, огородить или стоять, это самое. Все зависящие от меня меры я предпринял. Сразу же, моментально, мгновенно. А вот если сейчас, вот допустим, вот мне просто интересно, кто будет... коллапс. Естественно, начальство пляжа будет это... Нет, вот если бы сейчас на кого-то Можно упало. предотвратить же это. Кстати, Кусман еще упадет сейчас на кого-то. Представляете, весь солярий упадет. Вот, А почему они как-то не огородили до сих пор? без понятия. То есть, понимаете, да? Супер оправдание. Они не делают ничего, потому что нет распоряжений сверху. То есть, по их логике, чтобы закрыть потенциально опасное для людей место, кто-то должен обязательно вот так вот позвонить и отдать для этого приказ. Ну а если не позвонят, то пускай люди дальше ходят. Прибьет кого-то, и хрен с ним. И давайте, пожалуйста, объективно. Если бы тот кусок бетона, не дай бог, кого-нибудь убил или покалечил, что бы было? Конечно, бы сразу понаехали СМИ, растащили эту историю куда только можно. Халатность, куда смотрят власти, когда был последний капитальный ремонт, когда были проверки объектов на пригодность к эксплуатации. И об этом бы заговорили все и сразу. А сверху бы, конечно, посыпались указания найти виновного и наказать. Вот вам на контрасте тот же случай, только без тяжелых последствий. Обвалился тот же кусок бетона, который мог бы убить, но не убил. И в итоге никому до этого нет дела. А нельзя какие-то хотя бы ограждения поставить? Какие? Лежак. А нельзя лежак, потому что лежаки продаются. Потому что это совершенно другая вещь. А можно вас тогда поставить, чтобы вы стояли? Ой, вы знаете, если это нужно было бы, я бы встала. Но я так хожу и значит, не оббиваю так уж и углы, нужно. Не так уж и кому нужно, можно... оказывается. Нет, подождите, нужно писать жалобу, это ненормально. Напишите, есть инфоцентр. Идем. Где стекляшка, видите? Да. Там есть инфоцентр. Туда приходите, оставляете Да, там жалобы. Я поняла, сейчас соединяете. скажу. То есть, если я хочу, чтобы люди не заходили на опасный волнорез, я должна сама туда встать вот так вот щитом и никого не пускать. Короче, спустя 3 часа хождения по жаре и одну написанную жалобу на волнорезе наконец-то поставили хоть какую-то стойку с ленточкой. Мол, проход закрыт. И, конечно, клятвенно мне пообещали, что возьмут ситуацию под контроль, все перекроют и вызовут необходимые службы. Вот сейчас вы оградили, и сейчас, соответственно, мы всем передадим, и я думаю, что будем его закрывать. Там. Вот сейчас, да, будем заниматься. Им, понимаете, уже сейчас распечатаем таблички, все стараемся поставить. Ладно, спасибо вам большое. И это еще не весь трэш. На следующий день мы приехали, чтобы посмотреть, что все-таки решили с этим волнорезом. Но оказалось, что никто и не думал ничего делать.
Стойку с ленточкой просто отодвинули в сторону, не повесили никаких обозначений об опасности. Можно же было хоть листочек просто распечатать, да, вот так вот повесить, мол, находиться на волнорезе опасно для жизни. Он такой маленький. Я уверена, что если бы люди его увидели, они бы подумали, идти туда или нет. Но нет, ничего этого не было. По волнорезу спокойно ходят люди, даже не подозревая, что в любой момент на голову может упасть кусок бетона. Ну и стоит ли говорить, что бунгало на 2-м этаже волнореза как работали, так и, собственно, работают. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вы сегодня весь день в обычном режиме работаете? Ну, вчера пирс обвалился, говорили, возможно, закроют. Нет? Все нормально, да? А не приходили проверять ничего? Все как обычно, да? А моя подруга вчера подходила по поводу обвала пирса. Есть какие-то новости? Там все открыто. Приезжал кто-нибудь? Вы книгу жалоб, правильно? Да, на книгу жалоб писала. Значит, она рассмотрена, уже отправлена, потому что каждый день из книги жалоб все обращения отправляются вышестоящему руководству. В общем, в течение недели можно подойти. Ну, я думаю, да, в течение недели, если вы здесь еще будете, то, конечно, подойдите. Никаких ограничений, никаких предупредительных знаков, никаких действий от администрации. И знаете, друзья, мне нетрудно догадаться, почему никто не спешит закрывать этот волнорез. Смотрите, вот, например, эти бунгало, которые стоят на 2-м этаже волнореза, стоят в день от 2000 рублей. Запомните эту цифру. И один день простоя, если этот волнорез перекрыть, даже по самым скромным подсчетам обернется в кругленькую сумму. Ну, банально, давайте посчитаем. 12 домиков по минимальной сумме в 3000 получится 36 тысяч рублей в день. Понятное дело, что проще сделать вид, как будто ничего не случилось. Бизнес – дело тонкое. И если вы думаете, что этот случай какой-то единичный, и я просто по невероятному совпадению оказалась на этом пляже именно тогда, когда бетон решил упасть, то просто задумайтесь. Ну, серьезно. Если бы это было такой редкостью, какая была бы вероятность, что я там окажусь именно в этот момент? Да это шансы, я не знаю, там 1 на миллиард. Поэтому я даже не сомневаюсь, что такие обрушения – это довольно частое явление, с учетом того, в каком состоянии находятся пляжи. И этот случай на Ялтинском пляже только один яркий и показательный пример. Но на самом деле все намного масштабнее. Давайте посмотрим. Эти волнорезы расположены по всему побережью Ялты, да и вообще Крыма. Так вот, конкретно то сооружение, где произошло обрушение, располагается на участке от морпорта до массандровских гостиниц. И вот сейчас важная информация. Введены в эксплуатацию эти сооружения еще в 1966 году. Но кто должен следить за их состоянием? Давайте разбираться. Я сделала выписку из ЕГРН и выяснилось, что эти сооружения принадлежат городскому округу Ялта. Но хоть они и принадлежат округу, по сути пользуются ими арендаторы. Ну, те самые бизнесмены, которые ставят бунгало, продают лежаки и так далее. Ну и, скорее всего, плюсом к этому именно они проводят какие-то мелкие косметические ремонтные работы. Ну, так, знаете, банально, чтобы привести их к сезону в такой товарный вид. Но вот что касается капитального ремонта, тут все сложнее. Так как это муниципальное имущество, для ремонта проводятся госзакупки. Но вот в реестре госзакупок никаких контрактов на эти объекты я не обнаружила. И ремонтировали их или нет, непонятно. Зато в 2015 году СМИ писали о том, что происходит инвентаризация берегоукрепительных сооружений Крыма. И если верить заместителю министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Оксане Лахиной, создавалась специальная комиссия, которая должна была собрать сведения, документацию и привести объекты в соответствии с требованиями российского законодательства. Ну, получается, раз инвентаризация прошла, сооружения благополучно передали на баланс округа. И все они продолжают эксплуатироваться. Значит, по документам все нормально. Вот только с реальностью как-то это все не вяжется. Я решила посмотреть на все пляжи самого города Ялты и ближайших его окрестностей. И вот что мы видим. И сейчас я нахожусь на пляже Никита. И, как вы видите, когда ты идешь по центральной вот этой вот, ну, я не знаю, как это назвать, набережной, наверное, да, вроде бы все хорошо. Но стоит вот так вот спуститься вниз, и вот что мы видим. Причем, как вы видите, пляж не закрыт. То есть данный пляж не перекрыт. Смотрите. Это бетонное перекрытие, абсолютно ржавое. Смотрите, нависает огромный кусок. Ну, там черпал. И ровно под ним сидят люди. Следующий пирс.
Вот ребеночек маленький бежит. Прям поближе, чтобы вы увидели все детали. С этой стороны также написано техзона, но при этом дети, вот, пожалуйста, сейчас будут прыгать в воду. То есть никто абсолютно не следит за тем, где купаются дети, хотя вот спасательные будки, спасательные посты, они предусмотрены. И да, конечно же, наряду с этой жестью есть и более-менее ухоженные пляжи. Но, как правило, они частные. Примыкают к каким-то дорогим гостиницам. И за ними следят. Ну, потому что банально люди не стали бы платить деньги, чтобы отдыхать в гостиницах, у которых пляжи выглядят как заброшенные свалки. Но знаете, Ялта наверняка еще не самый трешовый вариант. Я уверена, многие из вас могут привести примеры еще хуже. Кстати, друзья, если вы проживаете в курортных городах, пожалуйста, напишите, что происходит у вас. Нам всем будет очень интересно узнать, как обстоят дела в целом по стране. Но я искренне недоумеваю, почему все происходит именно так. Ведь сейчас для России открыты всего несколько направлений. Это Крым, Сочи, но и Краснодарский край. И мы видим огромный наплыв отдыхающих. СМИ пишут: пляжи в Крыму забиты, Сочи скоро треснут, туристы уже не помещаются на пляжах, туристы в Крыму просят открыть Турцию. То есть спрос на отдых просто огромный. Но обеспечить гражданам безопасность никто не в состоянии. И вот я прямо сейчас обращаюсь к чиновникам Ялты, Крыма, да и России в целом. Пожалуйста, обратите уже внимание на то, в каком состоянии находятся курортные города. Пожалуйста, сделайте так, чтобы нам и нашим детям не было страшно отдыхать. Почему сдавать пляжи и сооружения бизнесменам в аренду вы в состоянии, а привести их в надлежащий вид что-то как-то не получается. И я искренне не понимаю, почему нельзя отремонтировать разрушающиеся объекты. Ведь ко многим опасным пляжам есть открытый доступ. Это огромный риск для людей. Я, честно говоря, не знаю уже, к кому обращаться, поэтому хочу обратиться к главе Республики Крым Сергею Аксенову. Уважаемый Сергей Валерьевич, возможно, вы живете далеко от пляжа и оттуда не видите, что творится на берегу. Ну, всякое бывает. Ялта – это большой город, да, за несколько лет не обойти. Поэтому я показываю эти кадры и от лица всех жителей и туристов прошу обратить на проблему внимание. Уже даже на самом модном пляже Ялты людям на головы обваливаются волнорезы. Очень просим вас принять меры. Хотелось бы, чтобы пристани не только побелили, но и немножечко реконструировали. И если надо, вы мне пишите, я вам еще фоток пришлю. И, друзья, я хочу еще раз призвать вас к осторожности, а также к проявлению активной гражданской позиции. И это особенно важно вот в таких вот случаях, когда те, кто должен обеспечить безопасность, просто плюет на это. И неважно, где такое случается, на пляже, в парке или там в ресторане, ваша помощь может спасти кому-то жизнь. Друзья, спасибо большое, что вы досмотрели это важное видео до конца. Если оно вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поделиться им в соцсетях. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро в новом видео. Пока!